Content presented in Cheshire Corners is for educational and informational purposes only. Please consult a legal professional if you have any questions or concerns about the content of this disclaimer, this series, or the legal implications surrounding psychedelic substances in your jurisdiction. Welcome to Cheshire Corners. My name is Rita Tsaluk, and I will be your host as we trip through the looking glass. Добрый день! Здравствуйте! Итак, мы в гостях у чеширского кота, и я хочу пригласить нашего гостя Владислава Андреева. Владислав, здравствуйте! Владислав имеет свой канал, он называется «Психоделический ренессанс». Так я нашла Владислава. Я смотрела его канал и поражалась, как красиво он говорит по-русски о тех же вещах, которые мы здесь говорим на нашем ломаном языке. Итак, все еще психоделики. Владислав, может быть, расскажешь немножечко про себя, пока я еще хочу напомнить нашим зрителям, чтобы они нашли Владислава канал под этим видео, подписались под этим каналом и не забыли подписаться и под нашим каналом, и также пролайкать нас. Мы будем стараться, чтобы вам понравилось. Спасибо, Рита, за приглашение участвовать в этом подкасте. Это большая честь для меня. Я, признаюсь честно, первый раз участвую в подкасте, по крайней мере, на русском языке. А если очень кратко про себя, то я много лет работал в корпоративном секторе, потом пару лет уже предприниматель. 2 февраля я уехал до 2022 года из России в Стамбул в романтический уикенд со своей супругой. И с 6 марта 2022 года я живу в Литве. Вот, родом я из России, из города Свердловска, где когда-то закончили российскую монархию. И война сказалась негативно. Где-то год я основательно уничтожал свою печень при помощи алкоголя. А потом, в прошлом году, в мае, один мой приятель рассказал мне о том, что на Netflix вышел сериал Change Your Mind. Я такой... Ничего себе, то есть это 20 с лишним лет моего потребления психоделиков теперь можно обсуждать открыто в обществе. И я начал заниматься изучением этого вопроса, очень быстро обнаружил, что количество информации просто колоссальное относительно исследований терапевтического потенциала использования энтеогенов для лечения ментальных болезней. И еще быстрее я обнаружил, что на русском языке информации еще меньше. И тут я подумал, что надо заниматься просвещением, потому что тема чрезвычайно стигматизированная, надо людям рассказывать, а то они же не знают и продолжат дальше игнорировать эти молекулы и растения, и медицину, которая может действительно исправить ментальные заболевания, лечить от ПТСР, депрессии, тревожности, зависимости алкогольной, как таковой, например, и так далее. Поэтому я не знаю, что еще сказать. Большой меломан. Нет, здорово. Вообще, сразу мне кажется, надо поговорить о сюрреалистичности нашего мира. Я уехала в Колорадо в 90-м году. Уехала как инженер-строитель, потом занималась всем, чем попало, пока в основном была инженером и продавала дома, недвижимость, пока не обнаружила себя владельцем 16 магазинов каннабиса и где-то лет 10 назад стала интересоваться психоделиками. Ну вот теперь мы каким-то образом нашли друг друга по теме психоделиков совершенно разных частей России, с нашим русским языком, с нашим
С нашей историей людей, выросших на программе «Время» Хрюши и Степашки, мы теперь говорим про психоделиков. Это потрясающе. И наша часть, русско-украинскоязычная часть нашего канала, это когда мы говорим о психоделиках и смотрим на мир через психоделические линзы. То есть не заметить сюрреализма этого момента я просто не могла. Ну, интересно, да. Сейчас у нас здесь, особенно в Колорадо, большими темпами, огромными шагами развивается психоделический ренессанс. А как он проходит в Европе? В Европе как будто бы он еще далек от того, что есть сейчас в США. И если очень так кратко шагнуть назад и сделать очень микроэкскурс в историю, то психоделический ренессанс как таковой, он в мире, мне кажется, произошел благодаря США. Он изначально свернулся когда-то еще в 70-м году из-за Тоже США. благодаря США. Да. И сейчас благодаря США разворачивается обратно. В первую очередь эффект Полана, естественно, и эффект Netflix, о котором я в том числе упомянул, и из-за которого я и узнал, что он действительно происходит, потому что мне было не до того. Пытался не сойти с ума. Но концептуально действительно то, что сейчас происходит в Европе, это пока еще так где-то на несколько лет позади США в каком-то смысле. И я вообще люблю такую фразу, как-то один из моих знакомых сказал, что США — это такая песочница для человечества. То есть там проходят разного рода эксперименты, какие-то удачные, какие-то нет, какие-то потом масштабируются на всю планету, какие-то нет. И у меня все еще есть, какое-то такое, не знаю, подозрение из разряда теории заговора, что США управляют всей планетой, потому что, достаточно успешно протолкнули повестку в ООН антинаркотическую, а там, кого не спросишь, жителей там Колумбии, не знаю, Индии или еще кого-то, все ориентируются на FDA как стандарт, хотя FDA — это США, и возникает вопрос, как так. Но концептуально в Европе все равно происходит много всего, но есть особенность Евросоюза. Дело в том, что это все же не одна страна, если я правильно помню, 36 вроде бы, я могу ошибаться. Я все же не местный изначально. Но концептуально всем надо договориться. У каждой страны есть свои законодательные ограничения. Если есть, например, страны вроде Португалии, где все наркотики декриминализованы, и, то есть у них нет никаких проблем, например, с передозами героином. То есть у них, если я правильно помню, до декриминализации было порядка 100 тысяч потребителей героина, опиатов точнее, а после декриминализации их стало 25 тысяч. Это не потому, что они умерли, просто, так работает. Когда нет ограничений, когда есть возможности для устранения вреда, то люди как-то не умирают от передозировки, например. Но я к тому, что, например, есть Нидерланды, где псилоцибиновые трюфели де юре не запрещены, продаются в магазинах, условно, в смарт-шопах. И там, можно наблюдать чуть более продвинутую составляющую психоделического ренессанса в Евросоюзе, по крайней мере. Но если мы говорим про Литву, то я бы сказал, что это более ортодоксальная страна. Мне кажется, это наследие Советского Союза сказывается в каком-то смысле. Но концептуально, конечно, да, здесь алкоголь — это главный наркотик. Как выяснилось, алкоголь не только главный, но и самый страшный наркотик. Да. Нет, наверное, страшнее алкоголя может быть только пропаганда. Да, это правда. Разрушает все сознание людей и наций. Я, на самом деле, тоже приехала же из Советского Союза, и мы всегда знали, что наркотики — это очень страшно и очень плохо. И я, когда пробовала наркотики, я думала, что со мной что-то такое ужасное произойдет сразу, и вот большое и ужасное. А когда оказалось, что оно не больше, чем алкоголь, и не ужасное, а как-то немножко просто по-другому, то было очень странно, очень удивительно. Феноменально. Так что... Если позволишь, здесь вклинюсь буквально маленький комментарий относительно пропаганды и страхов, которые культивируют в обществе относительно вреда наркотиков. Как только начинаешь искать факты самостоятельно, как только начинаешь искать исследования, то очень быстро обнаруживаешь, что все это полная лажа. И нет никакой доказательной базы о том, что, например, псилоцибин разрушает здоровье человека. Абсолютно наоборот. Если брать парацетамол и псилоцибин, у одного из них есть смертельная доза. Это у парацетамола. Псилоцибина и ее нет. Но это не значит, что надо экспериментировать и пытаться засунуть себе килограммы псилоцибина. Пожалуйста, не делайте этого. Но концептуально все эти страшилки, они не более чем мифы для того, чтобы склонить людей к определенным нормам поведения. Поэтому пропаганда действительно... Ты знаешь, я не знаю насчет... Да, насчет того, действительно ли это склоняли как большой заговор, или просто все на самом деле их боялись. Потому что
мне кажется так, что наркотики могут делать многое, больше, чем какие-то вещества, которые не наркотики. И это просто народу страшно, они не могли исследовать, не могли понимать, что это такое. И вязали такие ярлыки. В средние века были ведьмы, потом стали хиппи, я не знаю. Сейчас, наверное... Сейчас, кстати, вспомнила. Помнишь, одно время был такой анекдот, когда резко развивалось программирование, IT, и говорили... это был американский анекдот. И я попробую перевести на русский, что когда-то самыми главными сексуальными фигурами современности были гусары, до этого рыцари, а теперь программист среднего возраста. Так вот, теперь, наверное, уже не программист среднего возраста, а человек, который работает в сфере психоделического ренессанса. Развернулась опять. Похоже. Планета немножечко под другим боком. Да, здесь происходит, точно мы чувствуем себя в песочнице. Песочница, ты абсолютно правильно сказал. Мы чувствуем себя в песочнице. Мы здесь, в Америке, очень легко чего-то начать делать, что разрешено. Если есть легальная платформа для того, чтобы что-то делать, то сделать компанию, устроить какой-то бизнес просто удивительно легко. И так как сейчас легальность психоделиков повышается с каждым днем и резко увеличивается, в Колорадо мы рассчитываем с 1 января 2025 года у нас будут уже лицензии на изготовление, выращивание, продажу волшебных грибов. Но продажу нет. Продажу я неправильно сказала. Продавать их, кстати, нельзя будет. Но их можно будет принимать в специальных хилинг-центрах. То же самое, эта идея уже есть в Орегоне, но в Колорадо будет намного-намного круче. Потому что у нас здесь сделали лицензирование через 2 департамента. Один – это тот, который лицензирует всех профессионалов. Инженеров, адвокатов, врачей, правда, честно говоря, не уверена, но реал-эстейт-агентов, вот как я. И он же будет лицензировать фасилитаторов. А вот другой департамент, который лицензирует компании, которые продают алкоголь, компании, которые продают марихуану, и называется Department of Revenue. И вот он будет лицензировать компании, которые выращивают, приготавливают, они там могут делать шоколадки, конфетки, еще смотрят. Пока все еще законы не прописаны, окончательно не утверждены, но что-то будет интересное происходить с этим. И они же будут лицензировать хилинг-центры. А вот те фасилитаторы, которые будут лицензированы еще и отдельно через Department of Regulatory Agencies, DORA, вот они смогут приходить к клиенту домой или идти с клиентом куда-то на улицу, может быть, не на улицу, а в какую-то часть природы, и там производить где-нибудь в лесу, может быть, тоже психоделические сеансы. То есть я это все произношу, и мне это до сих пор кажется сюрреалистичным. Хотя я в каждом митинге слушаю в оба уха, что происходит. Мне кажется, в этом плане можно сравнить происходящее в Штатах как с вот этой емкой фразой «Дикий-дикий Запад». Дикий Запад. И вот в каком-то смысле разные вообще вариации. И если там проводить параллели с тем же Евросоюзом, то это практически, наверное, невозможно, потому что, во-первых, нет нигде такой законодательной базы, то есть единственное, где это может происходить, это, условно, Нидерланды, легально.
потому что если пойти на разного рода агрегаторы всяких ретритов психоделических, то в целом можно найти разные ретриты и с айваской, и с ибогой, и МДМА, и в Португалии, и в Испании, и в других локациях Евросоюза, а не в Восточной Европе, удивительно, но тем не менее. Я к тому, что это подпольно все равно существует в той или иной версии. Но легально пока еще далеко, и буквально недавно проходил двухдневный воркшоп европейской медицинской, European Medicinal Agency, и в рамках 2 дней они как раз-таки обсуждали и там те 6,5 миллионов, которые Евросоюз выделил на исследование психоделиков, и разного рода перспективы, смотрели на опыт штатов как раз-таки, там была представитель FDA, она открывала непосредственно 2-дневный воркшоп. И, естественно, один из вызовов, по крайней мере, которые они озвучивали, это где-то, может быть, отсутствие знаний там и в обществе, и отсутствие, я не знаю, как это правильно сказать, наверное, протоколов как таковых, потому что, то, о чем ты рассказываешь, это разные подходы, да, одно дело, человек там пришел в дом, там другое дело на природе, а третье — это вообще клинический классический протокол, который был разработан там MAPS для использования, терапии с использованием МДМА. И так как нет единого понимания, как это делать, то в том числе и непонятно, как быть. И сейчас в Штатах, мне кажется, в рамках этих экспериментов нащупается наиболее подходящий или, может быть, эффективный способ терапии, потому что интересно, как сейчас будут позиционироваться эти услуги, этих целителей. Это условно лечение травм, ПТСР, депрессии и так далее, или это, условно говоря, для саморазвития. Потому что эти тонкости, нюансы, они тоже важны. Одно дело адресовать глубокую травму, не знаю, детскую, да, ПТСР, а другое дело, когда человек хочет, поменять какие-то черты личности. Как сейчас? Смотри, у нас здесь развивается психоделический ренессанс развивается 2 путями. Один медицинский, а один рекреационный. И то, что будет в Колорадо, это рекреационный. Тебе не нужен диагноз, ты ничего не лечишь, ты просто хочешь поиграться с волшебными грибами. Ты можешь лечить тоже, но тебе не нужен для этого рецепт. Примерно как алкоголь. Ты можешь лечиться алкоголем, а можешь, соответственно, и нет. Также это в Орегоне. Но одновременно происходит MAPS, сейчас это организация, про которую ты говорил, они продвигают через FDA MDMA, терапию MDMA, которая тоже должна уже начаться здесь с конца лета, начала весны. Вот-вот. И тогда это идет другим путем. Там нужно будет рецепт от врача, там нужно будет лицензированный психолог, по-моему, только один лицензированный, а второй его помощник, который будет сидеть. Что-то такое. Я, честно говоря, я тоже не знаю. И они должны быть с пациентом, в данном случае не клиентом, пациентом, потому что это медицинское. Они должны с ним принимать это и сидеть чуть ли не 12 часов. И там будет совершенно интересный такой протокол. А дальше рассчитывается, что псилоцибин будет тоже медицинский. И я не знаю, или это будет синтетический псилоцибин, или это будут грибы. Рекреационный – это грибы. А еще интересно, что сейчас в Америке уже процветает кетамин. Кетамин – это психоделик, который уже давно разрешен, но разрешен как средство для анестезии. Да. И где-то в 90-х годах только обнаружили, что люди возвращаются с операции счастливыми, и таким образом начали смотреть на использование кетамина для терапии. И поэтому мы сейчас уже делаем кампанию, строим, которая называется Almadelic, и это моего партнера компания, которой мы делаем платформу, такую софтвер, платформу, которая позволяет делать
облегчить фасилитаторам или терапевтам и врачам использование лечения психоделиками. Интересно. Вот такая вот заварушка здесь интересная происходит, да. Поэтому у нас уже первые клиенты, первые пациенты есть через эту платформу. Но мы только-только открываемся. Спасибо большое, очень, очень интересное время. Это правда. Ну, говоря про тот же кетамин, в целом можно найти клиники в Европе, и есть функционирующие в Берлине, насколько я знаю, в Швейцарии в том числе. В Швейцарии в некоторых даже ЛСД используют. И, кстати, в Украине есть несколько кетаминовых клиник, насколько я знаю, функционируют несколько лет. Да. Говоря про небольшой экскурс в историю, в Советском Союзе использовали кетамин для лечения алкогольной зависимости в конце 80-х. Сейчас могу ошибиться, доктор Крутицкий, да? Его коллега, я сейчас не воспроизведу, но можно найти. Точно, я что-то слышала об этом. На сайте Maps в архиве они делали публикацию, причем несколько. Одна из публикаций рассказывала про их опыт лечения 10 тысяч людей, страдающих от алкогольной зависимости, причем эффективно. И, то есть, действительно, даже там в Советском Союзе, как ни странно, использовали психоделики. Но, да, к сожалению, в 96 году от всего, по крайней мере, на территории России отказались и запретили. Зря. Могло бы быть все по-другому, как мне кажется. Потому что психоделики, они... Не знаю, они вот формируют у людей любовь к жизни, и как-то идея о том, чтобы убивать кого-то, она кажется какой-то абсолютно безумной, бессмысленной, глупой и вообще невероятной. Это вот одна из причин, по которой контркультура 60-х развилась на фоне войны во Вьетнаме в США. Я здесь буквально один момент хотел добавить, просто пока я не забыл, мне кажется, могу потерять, и это не совсем может быть в тему, но тем не менее. В Европе в июне с 6 по 8 конкретно числа происходит крупнейшая конференция, так называется Interdisciplinary Conference of Psychedelic Research. Это крупнейшее событие в Европе, его проводит организация Open Foundation, и почему я об этом говорю? Дело в том, что я волонтерю для них. Это нидерландское НКО, которое с 2007 года занимается продвижением непосредственно психоделиков в обществе. И на этой конференции они собирают, по сути, всех передовых ученых, людей с максимальным знанием о психоделиках в одном месте, делятся опытом, рассказывают о передовых исследованиях, знакомятся, ищут возможности для бизнеса в том числе. Если еще есть кто-то среди слушающих, кто хочет побывать в Европе на крупнейшем событии, это стоит сделать сейчас, потому что следующая конференция будет через 2 года. Здорово. Ты пришли мне, пожалуйста, информацию, и мы включим ее в это видео. Мы тоже хотим поволонтерить немножко на таком интересном месте. А я здесь была на психоделической конференции MAPS, которая была 2 года назад. И здесь было 20 тысяч человек. Это круто. Много было всего. И в данном случае хотелось бы еще 2 вещи интересные сказать, которые тоже пропустила сказать. Интересно сравнить Колорадо с Нидерландами. У нас, например, есть... вот я сейчас здесь нахожусь, называется The Coffee Joint. Это наше лицензированное место для употребления каннабиса. И разница между нами и Амстердамом это тем, что в Амстердаме лайсенса нету, они не лицензированные, у них это не запрещено, но и не разрешено. А вот у нас есть лицензия на это дело. И когда об этом узнали, вот мы были первые, которые открыли такое место, почему мы были первые и долго единственные, сейчас почти что там буквально немного нас, просто потому что это не приносит дохода. Ничего особенного в этом не было. Но когда об этом узнали все журналисты, то у нас где-то про нас есть 30 страниц всяких всяких статей и фильмов, и это подняло наш маркетинг SEO очень здорово. Круто, так что круто. Мы вот этим мы отличаемся от Амстердама. И когда здесь будут разрешены рекреационные волшебные грибы, они тоже будут лицензированы. У меня будет лицензия на прием Круто. гриба.
Это будет ужасно интересно. Да, ну, правда, вроде как марихуана разрешена, каннабис разрешен, но на самом деле де юре он не разрешен, его продажа законным образом была разрешена буквально в рамках последних нескольких месяцев, чуть ли не в 3 локациях среди всех Нидерландов и в рамках эксперимента. Но все эти существующие кофешопы, которые по сей день продают коноплю, они-то делают, ну, как бы в какой-то серой зоне, как будто бы так же, как и псилоцибиновые трюфели, которые де юре не запрещены, а не запрещены они по одной простой причине, они находятся под землей. То есть грибы псилоцибиновые запрещены. Кстати, совершенно странно, но аммонита мускария, например, мухоморы тоже запрещены в Нидерландах. Я уж не знаю, почему конкретно, это правда очень странно. Но действительно будет очень интересно посравнивать этот опыт, потому что, ну, правда, важно обращать внимание на то, вообще, как развивается психоделический ренессанс в разных локациях. Например, я не знаю, меня просто поражает даже Австралия, которая с июня 2023 года уже ввела возможность для проведения психоделической ассистируемой терапии при помощи МДМА или псилоцибина, если человек страдает ПТСР или депрессией. То есть можно пойти, получить направление и абсолютно нормально пройти обучение. Это будет обучение. И там еще не обучение, там скорее лечение, но обучением они тоже уже занимаются активно, потому что сейчас начинает, ну, такой дисбаланс происходить между, условно, спросом и предложением. И, ну, опять-таки интересно посмотреть на опыт США, потому что я слышал, что, например, в Орегоне количество фасилитаторов там уже зашкаливает там по несколько тысяч, а пациентов, которые могут себе это позволить, их, естественно, не так много. И, ну, опыт Австралии про вот как раз-таки внедрение психоделиков как такой часть культурного аспекта очень интересен. Также, опять-таки, интересно понять, как Колорадо, где уже произошло что-то, вот, я не знаю, может, заметны какие-то тектонические сдвиги в отношении людей, там, я не знаю, может быть, вообще что изменилось или меняется сейчас вот у людей в головах, потому что, ну, там, 10 лет назад этого не было, да, и сейчас вдруг это возможно. Это же требует времени, чтобы это осознать, не знаю, принять и рассматривать как часть чего-то естественного. Какие наблюдения? Я думаю, что большинство людей даже не толком не знает, что такое кетамин, но постепенно начинает узнавать. А вот когда здесь это все будет легально и лицензировано, вот мне кажется, очень большое количество людей начнет интересоваться, узнавать, и это очень интересно будет смотреть на них. А еще мне хочется сказать, вот ты заметил, что люди, которые принимают психоделики, не хотят убивать других и очень любят жизнь. И я здесь тоже вот заметила, что я и себя тоже обращаю внимание на свое ощущение мира. Мне всегда казалось, что это не важно, что человек чувствует, важно, что он делает. Мы пришли из этого материального мира, в котором главное, что ты делаешь. А теперь вдруг оказывается, что то, что мы чувствуем, тоже очень важно, и вообще мы как-то смотрим немножко под другим углом на все, что происходит. И мне кажется, так странно, когда ты много знаешь про психоделики и понимаешь, что нас немножечко нам приоткрыли окно, форточку, дверь в другие реальности, которых может быть много. А вместо этого заниматься уничтожением той единственной материальной реальности, которая у нас была в течение каких-то лет. В голову не укладывается, вот когда на это смотришь. Да. Поэтому я очень рассчитываю, что психоделики, они изменят отношение человечества к себе, к миру, ко всему. И когда слушаешь еще Станислава Грофа, ты тоже наверняка читал. Да. И стоит. Хочется еще... Стоит там на полочке, да. И, очень хочется... Кстати, переведи мне на русский Рика Даблина от From Prohibition to Prescription. Запрет. Мне так нравится. Надо работать над этим. Ну, я спонтанно в моменте. Я хочу Integration Guide перевести на русский. Это сокровище. Ну, давай так. К следующей нашей встрече ты красиво переведешь From Prohibition to Prescription, потому что если мне будут очень лайки, нравится комментарии, естественно.
Да, пусть давайте все, ребята, напишем, о чем мы должны говорить здесь, что вас интересует. Потому что мы постепенно соединим людей, которые интересуются психоделикой в разных частей планеты. И они, конечно же, все будут говорить на тех языках, которых нам удобнее понимать. И мы таким образом станем как-то очень продвинутыми в этом вопросе. Да, мы сделаем мир лучше просто, потому что мы не будем строить стены, как некоторые президенты разных стран, а будем налаживать мосты и взаимодействовать друг с другом гораздо более эффективно. В голову приходит, буквально недавно делал пост для своего телеграм-канала на русском как раз про психоделики. Там было исследование, по-моему, 2,5 года назад. МЭП сделали, они брали группу палестинцев и израильтян, и те, и другие находились в одной церемонии айваски, и в процессе, и по итогу, естественно, они готовы были как-то простить вот эти десятилетия вражды и вот это межпоколенческое отношение, которое сформировалось, но, да, к сожалению, не смогли масштабировать результаты. Была одна важная мысль, но я ее, к сожалению, потерял. Ну ладно, может быть, вспомню. Не страшно, еще вспомнишь. И, кстати, о том, что я только что вернулась из Израиля. И я там встречалась с ребятами, нашими русскоязычными ребятами, которые занимаются психоделиками в Израиле. И, кстати, изучают тот фестиваль, тот несчастный фестиваль, на котором убили людей, выкрали людей, да, и разговаривают с теми людьми, которые принимали психоделики на фестивале, и как это некоторым очень помогло, а некоторым, к сожалению, навредило, и пытаемся в этом всем разобраться. И мне кажется, что вот это вот отношение между палестинцами и израильтянами, оно тоже очень скоро должно измениться и наладиться, и психоделики в этом тоже, мне кажется, сыграют правильную роль. К сожалению, для тех людей, которые у нас слов нету, а плохих слов мы не используем. Я вспомнил важную мысль, которая нашлась по поводу того, чтобы распространять информацию. Я буквально недавно слышал эпизод, был радио KCRW в Штатах, там Майкл Поллан очередной раз вещал про, понятно, психоделики, он как один из, наверное, основных столпов психоделического ренессанса 21 века, по крайней мере, вынужден быть жертвой, мне кажется. Ходить везде и рассказывать про психоделики, потому что теперь все хотят, чтобы он продолжал это делать. Так вот, одна важная мысль, которая у него прозвучала и которая ко мне тоже пришла достаточно рано в моей, я бы назвал, просветительской деятельности, потому что в первую очередь этим я и начал заниматься, это то, что важно до людей доносить об аспектах безопасности, потому что весь происходящий хайп и внимание к психоделикам и ожидания от них, и то, что и лечит и ПТСР, и депрессию, и тревожность, и зависимость, и так далее, и ощущение, что это какая-то волшебная таблетка. Но это не так, потому что психоделические ассистируемые терапии, в принципе, психоделики как таковые, это, ни черта не игрушки. Действительно, можно получить то, что называется сложный опыт, если не подготовиться, если не, как-то подстелить себе то, что называется, там, чтобы было все комфортно, удобно, безопасно, позаботиться о безопасности, о четком настрое, о контексте, о закусках, отключить все уведомления, быть в комфортной среде, потому что если есть сомнения относительно доверия к окружающей среде, то лучше не рисковать и не принимать психоделики. Если, человек находится на приеме антидепрессантов из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, тоже не надо принимать психоделики. Если у человека есть шизофрения... Не все. Некоторые могут... шизофрения, да, другое. Если есть шизофрения, биполярное расстройство, или есть родственники первой степени, у которых тоже есть шизофрения и биполярное расстройство, то прием психоделиков противопоказан, потому что, психоделики, они усиливают, грубо говоря, ментальные процессы и, очень связывают
мозг целостно, то есть глубинные пласты бессознательного, они начинают всплывать. Если, например, у человека есть непроработанная травма, то можно случайно себя еще травмировать больше, находясь там не в том контексте, не в том настрое. Там, у меня тоже был сложный трип когда-то, с которым я работал несколько лет, потому что, я не подготовился, я не знал, что это, например, всего лишь моя психика, с которой мне надо было разобраться, по сути, потому что все те монстры, которые вылазят, всплывают, это не внешний мир, это мы. Это наши, какие-то страхи, установки детские, родительские программы и поколенческие травмы и так далее. Я к тому, что об этом тоже важно говорить, несмотря на общее веселье и увлечение психоделиками и совершенно замечательные события вроде Netflix-овского How to Change Your Mind. Хайп хайпом, а безопасность превыше всего. 100%. И это как нож, который дали людям из каменного века. Да. Теперь очень важно не порезаться, не зарезать других. А еще важно сказать, что вот когда мы открылись как первый лицензированный клуб по использованию каннабиса, так как мы были первые, на нас лежала большая ответственность. Мы могли это испортить для всех и могли это сделать лучше для всех. Мне кажется, нам удалось. Мы очень горды тем, что у нас получилось неплохо. И благодаря этому сейчас открылось много таких в разных штатах. 16, правда, они да? по-прежнему не приносят дохода. Нет, 16 это у меня магазинов. Ага. А вот таких вот Cannabis consumption, клубов, да, или как lounges. это называется? Да, их не так много во всех районах Америки, не так много, просто потому что они не приносят никакого дохода. Но мы придумали, как это сделать, чтобы нам доход был не очень важен в этом случае. У нас есть другие недоходные идеи, которые для нас важны, как, например, делать Cheshire Corners в гостях у чеширского кота прямо внутри кафе-джойнта. Это шикарная идея. Диверсификация — это наше все. Ну что, на этой ноте, я думаю, что мы закончим сегодняшнее выступление наше интервью, подкаст. Спасибо огромное. Спасибо Спасибо, большое, Влад. Было очень приятно. Да, и опять же напоминаю всех, что кто не пролайкал нас, пролайкайте и напишите нам, пожалуйста, мы ждем. Да, если хотите, чтобы было комментариев. продолжение, пишите в комментариях, иначе как мы об этом узнаем. Мы все равно сделаем. Даже если не будут писать, мы все равно сделаем. Спасибо за ваше время, за ваше просмотр. Счастливо, спасибо. Всего доброго.